Сегодня на обзоре рассмотрим USB паяльник со сменными жалами PX988U. Большинство работ, связанных с пайкой электроники, не требуют больших мощностей паяльника, и чаще всего все паяют паяльником в 45-60 Вт, а то и более. Хотя по сути такой мощности в большинстве случаев и не требуется. И вот на выручку в таких ситуациях приходят паяльники, которые способны питаться от напряжения 5 вольт из обычных USB разъемов, будь то ноутбуки, пауэрбанки или зарядные для смартфона. До выхода паяльника PX988U на рынке были устройства либо слабее и дешевле, либо мощнее и непропорционально дороже. И, как я считаю, герой сегодняшнего обзора занял среднюю нишу по мощности, цене и функционалу. Приходит паяльник в картонной коробке с описанием кратких технических характеристик и списком жал серии HS8005 с ним совместимых, два из которых идут в комплекте. Как я понял, иногда картриджи могут отличаться от комплектации к комплектации, и не всегда в комплекте будут идти жала, как в этом обзоре. Поэтому прежде чем докупать жало заранее, я бы советовал дождаться, пока вам придет паяльник, и лишь тогда дозаказывать недостающие картриджи. Или выбирайте такую комплектацию, которая вас устроит, если продавец будет укомплектовывать жалами ваш заказ по просьбе. Внутри коробки находится инструкция, шнур питания от USB с коннектором диаметром 3,5 мм, два картриджа и сам паяльник. Рукоять паяльника 15 мм в диаметре, поэтому будет удобно лежать в любой руке. Кнопки мягкие, с отчетливым ходом. Резиновая накладка вместе хвата черного цвета, и ее вполне достаточно для удобного хвата. Но из-за нее диаметр рукояти в этом месте увеличен до 18 мм. Очень удобно, что жало меняется без необходимости раскручивания паяльника. Длина всего паяльника в сборе с жалом составляет 18 см. Для питания данного паяльника необходим источник питания минимум в 2 ампера тока. Но сейчас только в комплекте с айфонами кладут 1 амперные зарядные, так что это в принципе небольшая проблема. Как паяльник будет работать с источником, дающим всего 1 ампер, я покажу далее. При первом включении проведу тест скорости, за сколько паяльник расплавит 60% припой с канифолью. Как мы видим, за 1 минуту паяльник уже полностью готов к работе. Не рекордный результат, прямо скажем, но лично мне скорость нагрева не важна абсолютно. Управление очень легкое и интуитивное, легко запомнить. Синими кнопками с шагом в 5 градусов выставляем температуру жала в диапазоне от 50 до 480 градусов. Однократным нажатием на красную кнопку переходим в режим коррекции погрешности температуры и регулируем с шагом в 1 градус в диапазоне от минус 85 до плюс 85 градусов. Контрольного источника температуры у меня нет, и те термопары, что есть в наличии, показывают все разные результаты. Поэтому я ничего не корректировал с этим паяльником, оставил как есть и работал с ним при установленной температуре в 300 градусов. И этого мне всегда хватало. Пользуюсь им уже пару недель. Небольшим минусом я могу посчитать отсутствие функции самоотключения или сброса температуры при неактивности с устройством. У меня есть пара паяльников с этой функцией, и она мне очень нравится, но там это создано с целью экономии электричества, а тут по сути мощность в 10 Вт и особо нечего экономить. И так очень экономно получается. Но лишняя она бы не была, как мне кажется, прибавив к стоимости всего пару баксов, а то и того меньше. Выключается он длительным нажатием в пару секунд на красную кнопку. Кстати, настройки паяльника не сбрасываются при отключении, так что заново регулировать температуры не придется. Разбирается паяльник, выковыряв кнопки и открутив эту гайку.
Плата легко достается, элементов немного, ремонтировать ее в случае чего не возникнет проблем. Лишь стерта маркировка контроллера, из-за чего не будет возможности его заменить при поломке или обновить ему прошивку. Хотя при определенном масле в голове его вполне можно чем-то заменить, хоть и придется самому писать прошивку. Разъем питания круглой формы, благодаря чему он будет легко прокручиваться вокруг своей оси и не будет закручиваться при использовании. У меня есть еще один USB паяльник, мой старый верный друг, незаменимый для пайки SMD компонентов. Им я пользуюсь в половине случаев. Измерим же его скорость нагрева до плавки припоя, учитывая, что его мощность 8 Вт, а не 10, как у героя нашего обзора. Итак, результат 28 секунд, в 2 раза лучше, но надо учесть, что это жало раза в 4 меньше и температуру этот паяльник теряет аж бегом. Особенно это заметно при пайке более-менее массивных скруток или полигонов. Припой крошится и прилипает к жалу, что говорит о его низкой теплоемкости и неспособности паяльника поддерживать температуру нагрева. Я обещал рассказать, как паяльник работает при источнике тока в 1 ампер. Так вот, экран мигает, температура растет, но очень медленно. Припой расплавится лишь через 5 минут после включения, так что работать с 1 амперным источником тока нереально. Но когда источник питания выдает 2 ампера и более, работать одно удовольствие. Если для зарядок телефонов 2 ампера уже стандарт, то вот для автомобильных зарядок это еще не так распространено. Поэтому если вы собираетесь его использовать в полевых условиях, то обзаведитесь 2-амперной автомобильной зарядкой. Так что герой сегодняшнего обзора теперь станет моим основным паяльником в повседневных работах. В качестве вывода скажу, что за свою цену этот паяльник предлагает хороший функционал в виде 10 Вт мощности и сменных жал, корректировку и поддержку температуры. Так что он достойно займет, как мне кажется, свою ценовую нишу. Из минусов отмечу неудобное расположение разъема для шнура и отсутствие самоотключения, но это субъективно. Лично мне паяльник очень понравился. Ссылку на товар я оставлю в описании к видео. С вами был Спец, подписывайтесь на канал, а я пошел готовить для вас очередное интересное видео.